Глава 1096. Три великих демонических культиватора. Несколько полупрозрачных демонических зверей взлетели на вершину снежных бурь и незаметно продвинулись вперед в зимней стране. Эти демонические звери были известны как ледяные бесы, рожденные из ледяной ци. Хотя они были всего лишь демоническими зверьми 6-го ранга, безжалостные холода и свирепая ледяная ци в воздухе не представляли для них большую угрозу. Скорее, наоборот, они чувствовали себя в них как рыба в воде. Внезапно ледяной бес, ведущий их, остановился. Он несколько раз моргнул глазами и осмотрелся по сторонам, а затем перевел взгляд в определенном направлении в метели. Другие бесы остановились и сделали то же самое. Внезапно раздались звуки взрывающегося воздуха, и несколько красных нитей прорвались сквозь ветры. На невероятной скорости они врезались в бесов. Демонические ядра ледяных бесов мгновенно треснули и разделились на две части, а затем замертво рухнули на землю. В этот момент из-за бури медленно появился силуэт женщины-культиватора Северного ночного дворца в белом плаще. Ее бесстрастные глаза на мгновение остановились на трупах бесов, а затем снова исчезли из поля зрения. В 50 километрах от них была фигура 6 метров в высоту с головой вала. Она шла по сверкающей поверхности замерзшего озера. На голове торчали два угольно-черных рога, а мех сверкал синим светом. На спине демона была огромная сабля, и шел он довольно неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу. Однако, если бы этого демонического зверя увидел человеческий культиватор, ему бы было не до смеха, потому что это был демонический зверь 7-го ранга в шаге от стадии метаморфозы. Из-за активированных ограничений Северного ночного острова все демонические звери ниже 8-го ранга были вынуждены идти по земле, в результате чего те, кто не был искусен в технике передвижения, могли передвигаться только со скоростью улитки. Внезапно огромная сабля на спине демонического зверя расплылась и, казалось, исчезла из виду. Вскоре за этим послышался грохот и жалкий крик. На поверхности озера появилась глубокая, широкая трещина. Затем демон с головой быка начал неторопливо осматривать ее. В мгновение ока из трещины брызнула кровь, а также появился раздвоенный труп. Судя по одежде, он, казалось, принадлежал ученику из Северного ночного дворца. Ученик использовал технику ледяного передвижения, чтобы подготовиться к засаде демона под озером, но его заметили и казнили одним ударом. Со следом дикой жестокости на лице демон протянул руку и призвал к себе половину трупа. Затем он широко раскрыл пасть и сунул туда полтрупа. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, полтрупа очутились в желудке демона к его большому удовольствию. Подобные сцены убийства, когда низкоранговые демонические звери попадали в засаду и пожирали культиваторов, происходили по всему Северному ночному острову. Однако против низкоранговых демонов сражались в основном культиваторы стадии формирования ядра и ниже. Культиваторы зарождающейся души и демонические звери 8-го ранга, казалось, не замечали этих сражений, поскольку одна сторона оставалась внутри своего ледяного города, а другая неслась сквозь снежные бури. Не то чтобы высокоранговые демонические звери демонов не хотели убивать низкоранговых культиваторов дворца, скорее, их было трудно найти среди снежных бурь и активированных ограничений, не говоря уже о том, что эти культиваторы были опытны в различных техниках уклонения. Некоторые из этих культиваторов Северного ночного дворца даже носили особые магические инструменты, которые скрывали их запах, что еще больше затрудняло их обнаружение. Даже если бы этим демонам удавалось убить несколько культиваторов, это мало влияло на войну в целом. Для них было бы лучше сохранить свои силы для предстоящей битвы. Каждая частица магической силы была важна в финальной битве не на жизнь, а на смерть. Когда множество демонов приблизились к ледяному городу, прекрасная старейшина Лю сидела в зале в пределах границы скрытого арктического дракона. Напротив нее сидели старейшины Северного ночного дворца в 2 ряда, все они слушали доклад ученика, одетого в белую одежду. Ученик с уважением сказал: из сотни высокоранговых учеников, которые были отправлены, 37 их жизненных пластин уже уничтожены. По полученной нами информации, было убито 127 демонических зверей, большинство из которых были из Ледяного моря. Мы уже отправили 2-ю волну учеников. Примерно через 2 часа они встретятся с 1-й волной учеников. После короткой паузы старейшина Лю сказала: 37 учеников уже погибли в бою. Должно быть, они в нескольких тысячах километров от города. Сообщи старейшине Е, что колокол морского подавления нужно будет использовать через 2 часа. Мы нанесем тяжелый урон низкоранговым демоническим зверям. Будет проблематично, если бы мы позволим большому количеству вредителей беспокоить нас. Да, лорд дворца. Седовласый старец с детским лицом тут же махнул рукой и выпустил передачу звука, отправив ее из зала. Затем женщина добавила: младший боевой брат Дин, убедись, что великая формация полностью активирована.
Я подозреваю, что использование этого сокровища взбудоражит чудовищных демонов горем от потери своих младших братьев. Да. Кивнув в ответ, другой старейшина тут же улетел. Кроме того, тебе нужно проинформировать учеников за пределами города, чтобы они были осторожны. Действие колокола морского подавления продлится не более получаса. После этого пройдет более 100 лет, прежде чем мы сможем использовать его снова. По истечении этого ученики должны немедленно вернуться в город и опечатать секретные транспортные формации. Мы не можем позволить демонам использовать их для вторжения. Как прикажете? Получив другие приказы, остальные старейшины ринулись выполнять их. В сотнях километров от ледяного города большая группа высокоранговых демонов прибыла на вершину маленькой горы. Они были на самом краю великой защитной формации Северного ночного дворца. Глядя в ледяной туман перед ними, на лицах метаморфизованных демонов были торжественные выражения. Эти демоны явно принадлежали к двум разным группам. В одной группе насчитывалось около дюжины, и они окружали высокого старика и маленького ребенка. Другая группа состояла из более чем 20 демонов и сопровождала стройную женщину в серебряных одеждах. Но, как ни странно, все эти демоны выглядели совершенно обычно. Помимо нескольких несоответствий в их внешности, они ничем не отличались от человеческих культиваторов. И еще более странным было то, как каждая группа смотрела друг на друга с презрением. Большая группа демонов стояла с ненавистными выражениями на лицах, и на них была одежда из меха. Были даже те, кто оставили свою грудь непокрытой. У них за спинами было разнообразное оружие, а в поясах висели сумки для хранения из шкур. Хотя было неизвестно, почему они не держали там свое оружие, эти демонические звери источали злобные намерения, глядя на другую группу демонов. Две группы демонических зверей столкнулись друг с другом, и между ними явно была пропасть. Но если бы кто-нибудь из культиваторов наткнулся на них, они бы в ужасе убежали. Все они были метаморфизированными демоническими зверьми 8-го ранга и выше. В частности, старик, ребенок и женщина в серебряных одеждах были демоническими зверьми 10-го ранга. Такая сила, вероятно, могла мгновенно сокрушить любую из 10 великих сект праведного или дьявольского да. Высокоранговые демонические звери были уже более могущественными, чем их человеческие культиваторы их ранга. У старика в черных одеждах, что был среди них, было строгое и квадратное лицо с резкими глазами, и его седые волосы светились бледно-лазурным светом, создавая ауру уверенности в себе. Рядом с ним был мальчик, который выглядел лет на 7, с деликатной, почти потусторонней внешностью. Его радужная аура отдавала красным светом, а на лице была легкая улыбка. Женщина в серебряном одеянии, стоящая перед ними, имела белоснежную кожу и красоту, способную свергнуть народы. Однако эту великолепную женщину сопровождали многие грозные высокоранговые демонические звери, которые не смели встретиться с ней взглядом. Они смотрели вниз, словно боялись ее. Старик со смехом сказал: «Фея Фен не ожидал, что культиваторы Северного ночного дворца действительно готовы атаковать. Они фактически выпустили ледяную ци, которую накапливали в течение почти 1000 лет. Охота посмотреть, как они отреагируют, когда встретят другого великого врага в будущем». Лицо женщины дрогнуло, и она холодно сказала: «Господин Даосист Цинь, почему ты спрашиваешь, несмотря на то, что знаешь ответ? Культиваторы Северного ночного дворца не знают, что наша цель на этот раз не ледяная квинтэссенция, поэтому естественно то, что они не сдерживаются. В противном случае, если наша линия обороны будет нарушена, не будет иметь значения, сколько ледникового ци они хранили». Затем ребенок открыл рот и сказал хриплым голосом: «Однако я очень удивлен, что госпожа Фен появилась здесь лично. На протяжении более 2000 лет ты находилась в уединении в ледяных глубинах». Женщина в серебряном одеянии перевела взгляд на ребенка и спокойно сказала: «Если бы это не касалось прохода в мир духов, я бы не пришла. Не ты ли отправил ко мне свое воплощение?» Ребенок прищурился и усмехнулся: «Не ожидал, что ты с такой готовностью согласишься на мое предложение. Как удивительно. Кажется, ты давно недовольна Северным ночным островом и думала о том, чтобы уничтожить линию культиваторов волшебной ледяной души в мире смертных. Госпожа Фен, ты, кажется, сильно рассчитываешь на силу нашей долины 1000 демонов». Глава 1097. Колокол морского подавления. Без малейших изменений в голосе или лице женщина в серебряной одежде сказала: «В прошлом, до того, как волшебная ледяная душа вознеслась, она использовала свои великие способности, чтобы заморозить горы ледяных глубин на несколько сотен лет, и заставила нас избегать культиваторов Северного ночного дворца. По прошествии стольких лет у меня нет другого выбора, кроме как предпринять действия сейчас, когда дело касается вознесения в мир духов.
Скорее, разве брат Чо не беспокоится о том, что потеряет свое воплощение после того, как приложил столько усилий для его развития? Ребенок хихикнул. Даже если так, то это путешествие будет стоить того, так что я готов пожертвовать. Я не ожидал, что наиболее вероятное местоположение для пространственного узла будет находиться в пространственном разрыве внутри зала духовной пустоты Северного ночного дворца. Если бы не расследовал это дело несколько раз, я бы не стал лично принимать меры. В конце концов, Северный ночной дворец довольно мощный. Их не так просто уничтожить. Женщина в серебряном одеянии взглянула на ребенка. Пространственный узел мог просуществовать до сих пор только в пространственной щели, такой же большой, как и внутри зала духовной пустоты. Я слышала, что ты сказал, что уже проверил другую область и ничего не нашел. Если здесь мы тоже ничего не найдем, что ты планируешь делать дальше? Мальчик молчал, а потом холодно рассмеялся. Все просто, я продолжу поиск пространственных узлов. В прошлом древним культиваторам удавалось найти их для себя. Почему я не могу сделать то же самое? Но у нас мало времени осталось. Говорят, что ты были потомком древнего демона из мира духов. Не только твои способности мощные, но и твоя продолжительность жизни намного дольше, чем у других демонических зверей. Но даже ты должен чувствовать, что твое время подходит к концу после стольких лет. Ты ведь использовал секретную технику, чтобы запечатать свое истинное тело и продлить свою жизнь, не так ли? Опять же, зачем ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Казалось, ребенок слегка помрачнел от ее слов. Женщина в серебряном одеянии вздохнула и посмотрела на великую формацию вдалеке с потерянным выражением. Ты не можешь продолжать игнорировать проблему. У тебя осталось мало времени. Несколько дней назад я получил информацию о 5 драконьих морях. Эксцентрик Белый Олень умер от возраста. Он был потомком небесного духовного зверя и культивировал с момента древней битвы с культиваторами. Обычно, когда продолжительность жизни подходит к концу, они запечатывают свое истинное тело, но даже это ведет к неизбежной смерти. Ребенок засветился странным светом и сказал: «Вот почему я готов пойти на любой риск, чтобы найти пространственные узлы. Если госпожа Феникс тоже хочет этого, как насчет работать сообща? Давай подождем, пока ты не найдешь пространственный узел. Северный ночной дворец не так легко победить. Пожалуйста, не беспокойся об этом, фея Феникс. В прошлом наша долина тысячи демонов несколько раз атаковала их ледяной город, заставляя человеческих культиваторов каждый раз прятаться в зале духовной пустоты. Мы будем полагаться на твои способности использовать пространственную щель в зале духовной пустоты. Это обнадеживает. Врожденные способности нашего клана Ледяного Феникса разрывать пространство не разочаруют тебя. С улыбкой ответила женщина в серебряной одежде. В этот момент говорили только эти 3 демона. Все остальные демоны не смели открывать рты, словно забыли, что они там. Ребенок слегка улыбнулся и собирался что-то сказать, как вдруг изменился в лице и поднял голову, глядя вдаль. Мгновение спустя старик и женщина почувствовали что-то и с удивлением повернулись. Они почувствовали волну изумительного духовного давления из ледяного тумана, простирающегося за ними. В следующее мгновение в воздухе раздался звон колокола, перекрывающийся ревом дракона. Демонические звери 8 и 9 ранга Ледяного моря, сопровождающие фею Феникс, были дезориентированы от звука. Однако демоны из долины тысячи демонов чувствовали себя совершенно нормально. Они смущенно смотрели на демонов Ледяного моря. Поскольку женщина в серебряном одеянии была демоническим зверем 10 ранга, колокол на нее почти не влиял. Но, услышав его, она яростно закричала: «Колокол морского подавления!» Это одно из сокровищ клана Ледяного моря. Оно попало в руки волшебной ледяной души в то время. Старик, услышав это, переглянулся с ребенком с удивлением на лице. Однако какое бы воздействие ни колокол оказал на метаморфизированных демонических зверей Ледяного моря, оно длилось лишь мгновение. Пораженные демоны выпустили свою демоническую ци и выпустили защитные сокровища, тут же избавившись от влияния колокола, за исключением некоторого продолжительного головокружения. Женщина в серебристом одеянии при виде этого несколько расслабилась, но вскоре ее тело расплылось, словно ее что-то пришло в голову, и она сразу взлетела в виде шара сияющего света. Вскоре в воздухе вспыхнул яркий свет, выпуская бесчисленные тонкие полосы, которые вскоре исчезли. Мгновение спустя свет погас, и женщина упала на ледяную гору с бледным цветом лица. Старик нахмурился и медленно сказал: «Что-то случилось». Фея Феникс использовала немало магической силы, чтобы провести поиск своим духовным чутьем. Женщина фыркнула, и в ее глазах вспыхнул ледяной блеск. Пока Северный ночной дворец использует колокол морского подавления, большое количество культиваторов было отправлено на заклание наших низкоранговых демонов.
Хотя я проверила только небольшую область, большое количество из них уже убито. Правда. Ребенок задумчиво спросил, когда-то я слышал о таком странном предмете, способных подавлять демонических зверей ледяного элемента. Неужели это и есть колокол морского подавления? Как он попал в руки человеческих культиваторов? Она глубоко вдохнула и сказал, об этом сокровище упоминалось только в легендах. Это всего лишь копия духовного сокровища, которое не особо влияет на демонических зверей 8-го ранга, поэтому они могут блокировать его эффект своей магической силой. Но низкоранговые демонические звери теряют свою силу. Сокровище таинственно исчезло, когда волшебная ледяная душа замерзла над нашим островом ледяных глубин. Старик покрутил бороду и спросил, похоже, волшебная ледяная душа оставила его как один из методов сдерживания клана Ледяного моря. Что ты сейчас планируешь делать, госпожа Фея Феникс? Ты собираешься отправить кого-то, чтобы спасти своих подчиненных? Обдумав этот вопрос, она сказал, в этом нет смысла. Эффект колокола морского подавления длится недолго. К тому времени, когда мы приедем, будет уже слишком поздно. Даже если бы все мои подчиненные погибли, это не повредит силе моего клана. Это просто невозможно. Даже если их подавить колоколом, культиваторам удастся убить половину из них в лучшем случае. Однако я запомню эту подлость. Слушайте внимательно, когда мы войдем в Северный ночной дворец, мы уничтожим всех низкоранговых культиваторов, оставшихся за пределами зала духовной пустоты. Сопровождающие ее звери Ледяного моря завыли в знак согласия. Ребенок хихикнул и сказал, хорошо. Давайте начнем с того, что сломаем формацию. Мои соратники долины Тысячи демонов совершенно не подверглись воздействию этого колокола. Пока ледяная ци не рассеивается, нам придется приложить немало усилий. Но до этого нам сначала нужно будет уничтожить их великую формацию, затем он открыл рот и выплюнул шар черной ци, превратившийся в маленький серый флаг формации. Когда женщина в серебряной одежде увидела флаг, ее сердце замерло, и она быстро осмотрела его. Флаг был окутан слоем серого цвета и всего 6 дюймов в длину. На поверхности флага призраки бесчисленного количества демонических зверей. Однако они не издавали ни звука, несмотря на их свирепый вид. Женщина в серебряном одеянии посмотрела на флаг, а затем на ребенка. Неужели это флаг 1000 демонов вашей долины? Ребенок гордо сказал, госпожа Фея Феникс очень проницательна. Он был пропитан демонической ци на протяжении десятков тысяч лет. Его сила за гранью воображения. Хотя мое воплощение не сможет проявить всю мощь знамени, с твоей помощью великая формация не продержится дольше нескольких дней. Он сложил руки и ударил флаг формации серой печатью заклинания. Серый свет вспыхнул, и маленький флаг закружился в воздухе. Множество призраков демонических зверей тут же яростно завыли. Женщина в серебряном одеянии при виде этого кивнула и тут же отдала приказ. Сопровождающие ее демоны взлетели в воздух и выплюнули туман или достали магические сокровища. Старик без особого выражения отдал свои собственные приказы. Члены долины Тысячи демонов взлетели высоко и выпустили свои сокровища. В следующий момент демонические ветра окутали почти половину неба. Ребенок рассмеялся при виде этого, но вскоре он стал произносить загадочное заклинание, и его лицо стало напряженным. По мере того, как он произносил заклинание, флаг 1000 демонов увеличивался в размерах. За промежуток времени, за который можно было выпить чашечку чая, флагшток флага стал шириной в метр и достиг высоты 300 метров. Каждый из призраков на поверхности флага словно обрел жизнь и начал свободно летать. Вперед! Ребенок издал громовой крик и активировал заклинание. Призраки издали оглушительный рев, и каждый из них выпустил демоническую ци изо рта. В следующее мгновение облако демонической ци столкнулось с ледяной ци в воздухе. Метаморфизованные демоны проявили свою мощь и бросились вперед. В то же самое время дюжина силуэтов появилась посреди ледяной ци, скрываясь в великой формации. Их руки загорелись светом, а затем они бросились противостоять демонам. В мгновение ока началась война. Глава 1098. Очищая эссенцию с помощью ледяного пламени. Когда началась война, среди камней внутри пещеры высшего нефрита разразилась буря. Пока Хань Ли держал руки в жесте заклинания, его тело окутал фиолетовый лотос. Невероятно тонкая полоска фиолетового пламени тянулась к огромной световой сфере перед ним. Помимо пламени Хань Ли, в сферу проникало также черное, белое, желтое и зеленое ледяное пламя, которое принадлежало другим культиваторам, сидевшим в своих лотосах. На данный момент у всех 5 культиваторов были бледные от усталости лица. Поверхность световой сферы была окутана блуждающим огнем,
а внутри нее виднелся силуэт, сидевший скрестив ноги. Мастер арктический дракон больше не выглядел старым карликом. Теперь он был ростом 3 метра, и выглядел он на 30 лет, будучи на пике своего здоровья. Однако его лицо по-прежнему сильно напоминало его прежнее «я». Это было действительно странное зрелище. На данный момент чистая мощная эссенция пронзила его плечи, живот и затылок в виде сверкающих серебряных лезвий. Однако из ран не было ни капли крови. Однако больше всего удивляло то, что из его приоткрытых глаз выползало несколько разноцветных световых червей. Плоть его тела, казалось, была их логовом, и они непрерывно зарывались в нее. Каждый раз, когда появлялся червь, тело арктического дракона вздрагивало, а на его лице кратковременно появлялась агония. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что черви были конденсированы от различного ледяного пламени. И каждый раз, когда черви появлялись на его коже, они становились все меньше. Как только червь сжимался до определенной степени, он сразу же рассеивался. Но сразу после этого нить пламени идентичного цвета сгущалась в другого светового червя и впитывалась в тело арктического дракона. Эта сцена продолжалась неоднократно. Кроме того, за пределами его дантяня происходило поистине удивительное зрелище. Можно было увидеть зарождающуюся душу размером в 3 дюйма, точная копия арктического дракона. Ее руки были сжаты в жесте заклинания, а тело было покрыто слоями мерцающего синего пламени. Световые черви, казалось, игнорировали голубое пламя и проходили сквозь него в нос зарождающейся души, но всего через мгновение выходили из ее рта. Зарождающаяся душа не реагировала на это, лишь пламя на ее теле таинственно пульсировало. Спустя неизвестный промежуток времени тело человека сильно дрогнуло, и он внезапно открыл глаза. Хань Ли и другие, казалось, получили знак и сразу же поменяли жест заклинания, почти одновременно. Огромная световая сфера над ними рассыпалась на разноцветные языки пламени, которые изначально сформировали ее, а само пламя было отозвано к их первоначальным владельцам. Лотосы, окружавшие каждого из культиваторов, растворились в воздухе. После этого все культиваторы приняли лекарственные таблетки и вынули духовные камни, войдя в медитативный отдых. Этот цикл продолжался в течение нескольких дней более десятка раз. Каждый раз они истощали большую часть своей магической силы, но, к счастью, у них было много духовных камней и таблеток, чтобы восстановить свою магическую силу уже через полдня. Когда на этот раз Хань Ли и остальные убрали ледниковое пламя, арктический дракон закрыл глаза, словно медитируя на заклинание. Через время старуха открыла глаза и осмотрела арктического дракона, который все еще сидел в световой сфере. Она глубоко вдохнула. Я искренне восхищаюсь господином арктическим драконом за то, что он смог вытерпеть боль закаливания 5 огнями. Хотя мы тщательно контролируем силу пламени, боль должна быть хуже самой смерти. Кажется, он культивировал какую-то технику закаливания тела, иначе его тело уже бы рухнуло. Выжить, полагаясь на духовное чутье, было бы просто невозможно. Мужчина средних лет в лазурном одеянии вскоре открыл глаза и улыбнулся. Леди Лун действительно разбирается в этом. Старший боевой брат, арктический дракон, давно практиковал такую технику. Его тело гораздо прочнее, чем у других культиваторов. Неудивительно, добавил монах в серой одежде с торжественным выражением, однако мы сделали все, что могли, уже несколько раз очистив его эссенцию нашим пламенем. Мне кажется, что его тело и зарождающаяся душа уже достигли своих пределов, и мы скоро приблизимся к финальной стадии. Через 2 дня мы узнаем, удастся ли это. С другой стороны, Хань Ли спокойно заявил, но ледяной ци высшего нефрита внутри формации, похоже, несколько не хватает. Возможно, нам придется временно остановиться, чтобы пополнить ее. Арктический дракон удивленно вскрикнул из световой сферы, не ожидал, что господин даосист Хань сможет понять технику до такой степени. Это верно, нам нужно собрать больше ледяной ци высшего нефрита, чем-то, что мы запечатали. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он перевел взгляд в сторону. В неизвестное время арктический дракон встал, и его фигура медленно приблизилась к конденсированному ледяному свету. 5 лезвий в его теле тоже исчезли, не оставляя ни малейшей травмы. На его лице была очаровательная улыбка. Хань Ли усмехнулся и небрежно ответил, что правда. Это было только предположение. Мастер арктический дракон вынул синюю одежду из своей сумки и накинул ее на себя, а затем продолжил: разве брат Хань уже не достиг такого уровня понимания? Как ты считаешь, сколько у меня шансов на успех в преодолении этого узкого места? Твои мысли отличаются от моих. Сохраняя спокойное лицо, Хань Ли небрежно ответил: вы, должно быть, шутите. Секретная техника — ваше открытие. Как мое понимание может быть лучше вашего? Арктический дракон усмехнулся и больше ничего не сказал.
Пока его тело все еще витало в воздухе, он щелкнул пальцами, выпустив несколько заклинаний, которые исчезли сразу же, как только появились в окружающем их световом барьере. Формация заклинаний несколько раз дрогнула, а затем остановилась. 5 столбов света исчезли в мгновение ока, и их соответствующие культиваторы спустились с них. Когда барьер исчез, снаружи разразилась буря ледяного света, но культиваторы уже были готовы. Они снова окутали свои тела ледяным пламенем. Сегодня я внесу небольшие изменения в формации заклинаний. Тогда я соберу обратно ледяную ци. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы отдохнуть, поскольку мне все еще нужна ваша помощь. Если мы действительно добьемся успеха, я соглашусь на любые ваши просьбы, если они будут в пределах разумного. Арктический дракон протянул руки и поклонился Хань Ли и остальным. Он выглядел совершенно искренним. Старуха усмехнулась: «Не беспокойся, брат Ши. Поскольку мы уже согласились на это, мы сделаем все возможное. И если эта техника действительно эффективна для перехода к стадии божественной трансформации, однажды и мы сможем попытаться применить ее». Монах спокойно добавил: «Если кому-то из нас удастся выйти на позднюю стадию зарождающейся души, возможность для этого представится». Хань Ли кивнул, но ничего не сказал. На лице арктического дракона было довольное выражение, и он еще раз громко поблагодарил всех, а затем двинулся, чтобы внести несколько изменений в формацию заклинаний. Хань Ли и 2 других культиваторов вернулись в комнату великого камня яньской эссенции, чтобы отдохнуть. Некоторое время спустя мужчина средних лет в лазурной одежде и Бай Мэньсинь последовали их примеру. Хотя они легко восстанавливали свои магические силы, их духовное чутье было довольно истощенными после стольких дней контроля над ледяным пламенем. День прошел быстро. Когда Хань Ли и остальные покинули каменную комнату, мастер Арктический дракон снова медитировал со скрещенными ногами в сфере ледяной ци в центре формации заклинаний. Сфера ледяной ци была в несколько раз больше, чем днем ранее. Похоже, он сделал это из лишней осмотрительности. Он провел весь день на улице. Как только Хань Ли подумал изучить изменения в формации заклинаний, он внезапно услышал странный звук изо рта монаха. Он оглянулся и увидел, что монах взлетел в воздух со странным выражением лица. Выражение его лица дрогнуло, и он быстро оглянулся на остальных. Исчез не только выход из пещеры, но и котел, который использовался для его создания. «Господин Арктический дракон, что это значит?» Когда старуха увидела это, она потеряла спокойствие и стала гораздо более бдительной. Арктический дракон оставался абсолютно спокойным и ответил с улыбкой: «Хе-хе, не о чем беспокоиться. Поскольку я не хочу, чтобы нас что-то побеспокоило, я на время закрыл выход. Я подозреваю, что мне также нужно использовать силу синего небесного котла, чтобы совершить прорыв». «Вот как?» Монах и женщина настороженно переглянулись между собой. Хань Ли же слегка прищурился и молча посмотрел вверх. Атмосфера в пещере стала напряженной. Арктический дракон хихикнул и добродушно обратился к 3 иностранным культиваторам: «Кажется, мои действия были небрежными и вызвали у вас беспокойство. Хорошо, если я не буду использовать котел. Как насчет того, чтобы я поместил синий небесный котел снаружи пещеры? Мне все равно придется временно запечатать вход». Вскоре после этого он махнул рукавом, и котел, окутанный голубым пламенем, вылетел из котла и мгновенно взлетел на километр в воздух, прилетев прямо к выходу. Хотя Хань Ли и другие не показывали этого, теперь они чувствовали себя намного спокойнее, поскольку котел был вне досягаемости мастера Арктического дракона. После минутного размышления напряженное выражение лица старухи ослабло, и она от души рассмеялась: «Брат Арктический дракон довольно вдумчивый. Как кто-либо из нас может сомневаться в тебе? Нам было только любопытно. Теперь, когда у нас осталось так мало времени, давайте поможем тебе в преодолении твоего узкого места». Глава 1099. Подозрение. Монах в серой одежде украдкой послал Хань Ли звуковую передачу: «Брат Хань, что ты думаешь? Хотя слова арктического дракона логичны, у меня есть свои подозрения. У госпожи Лун свои отношения с Северным ночным дворцом, так что нам лучше быть осторожными». Сердце Хань Ли дрогнуло, и он бросил взгляд на монаха, увидев, что он улыбается ему. Пока он размышлял над правдивостью слов монаха, из зала духовной пустоты над ними прогремел мощный гул. Вся пещера слегка дрогнула, словно под действием интенсивного удара. На лице каждого появилось удивление. В настоящий момент, если бы кто-то оказался на вершине гигантской горы Северного ночного дворца, они бы увидели величественного снежного феникса размером в сотни метров. Он кружил над барьером, покрывающий огромную гору, создавая порывы ледяного ветра взмахом своих крыльев. В его когтях была гигантская глыба льда,
которую он бросил в следующее мгновение. Гигантская глыба льда рассекла в воздух, врезавший в барьер, в результате чего произошел потрясающий взрыв. Барьер начал деформироваться, испуская ослепляющие световые полосы, но в конце концов устоял. Однако давлением атаки удалось разрушить более хрупкие здания. Как и следовало ожидать, огромный феникс был демонической формой женщины в серебряном одеянии. Ее сердце все еще кипело от ярости из-за того, что низкоранговые демонические звери Ледяного моря были убиты под воздействием колокола морского подавления. Будучи демоническим зверем ледяного элемента, она могла игнорировать эффекты внешней великой формации, сформированной из ледникового тумана, и пробираться прямо к ледяному городу, нанося ущерб непосредственно оборонительным ограничениям Северной ночной долины. Хотя ее первый удар удался и поверг культиваторов на горе в панику, он также заставил среагировать высокоранговых культиваторов. Тело демонического зверя вспыхнуло кольцом белого света вспыхнуло. В ее когтях тут же появилась новая глыба льда, а из барьера внизу вылетела полоска серебряного света и шар белого света, Бай Яой и седовласый старик. Но прежде чем они приблизились, Бай Яой вскрикнула и послала 2 серебряных меча вперед. Седовласый старик с угрюмым выражением, он сжал руки вместе и вызвал сокровище из рукава. Оно тут же расширилось, открывая полупрозрачную нефритовую бутылку. Бутылка мерцала ярким, а оттуда доносился грохот. Ледяной феникс при виде этого сверкнула своими зелеными глазами и взмахнула крыльями, мгновенно создав дюжину ледяных копий длиной 30 метров и выпустив их в 2 культиваторов. Старик фыркнул. Его руки сверкнули белым светом, и он потряс нефритовую бутылку перед собой. Бутылка выпустила дюжину облаков черного и белого света, которые, как только появились, сразу же вступили в противостояние с копьями. Ледяные копья сжимались при контакте со светом, превращаясь в маленькие щепки, а затем втягивались в нефритовую бутылку. Когда ледяной феникс увидела это, она исчезла из виду и вызвала на своем месте гигантскую метель, которая полностью окутала культиваторов. Не желая показывать и долю слабости, Бай Яой и седовласый старик вспыхнули ярким светом, встретив атаку в лоб. На вершинах гигантской горы грохотали взрывы, а сквозь метель пробивалось мерцание света. Но, как ни странно, другие старейшины не собирались помогать 2 культиваторам. Если бы они не были заняты управлением 2 формациями, они, вероятно, сражались с другими высокоранговыми демоническими зверями. Пока снаружи разворачивалась битва, Хан Ли и другие в зале духовной пустоты уже почувствовали давление сражений и с тревогой переглянулись между собой. Арктический дракон посмотрел на выход, и на его лице появилось торжественное выражение. Затем он сказал серьезным тоном: «Похоже, демоны всерьез начали атаку. Таким образом, нам не стоит открывать пещеру, или нас побеспокоит в самый неподходящий момент, и все усилия станут напрасными. Поскольку я планировал, чтобы вы все помогали нам разобраться с этими демонами, у меня нет ни малейшего намерения причинить вам вред». Монах нахмурился и медленно сказал: «Слова брата арктического дракона разумны, но если тебе с нашей помощью удастся преодолеть узкое место, твоя культивация быстро возрастет, а мы останемся измотанными. То, что мы останемся запечатанными под землей так долго, очень нас обеспокоило. Как говорится, мудрецы готовятся к возможной опасности. У всех нас есть некоторая степень дружбы с вашим дворцом, но твоих слов нам недостаточно. Как мы можем с такой легкостью доверить тебе свою жизнь?» Арктический дракон ответил беспомощным тоном: «Неудивительно, что вы все так осторожны. Будь я на вашем месте, я бы чувствовал то же самое. Что я могу сделать, чтобы быть более любезным?» В глазах монаха в серой одежде вспыхнул блеск, и он спросил: «Как насчет того, чтобы передать синий небесный котел 3 посторонним на время? Конечно, мы вернем его тебе, когда придет время. И таким образом мы сможем помочь тебе от всего сердца». Когда Хан Ли и старуха услышали это, они были поражены, но вскоре поняли, что он имел в виду. «Да, пусть так и будет». Хан Ли с готовностью согласился. Старуха тоже кивнула через мгновение. Когда мужчина средних лет в лазурной одежде услышал это, он покачал головой: «Мастер Моцю, не слишком ли это? Вы должны понимать происхождение синего небесного котла. Это магический инструмент, предназначенный для культивирования небесного ледяного пламени нашей секты. Как мы можем передать его в руки других людей?» Монах сказал самым доброжелательным тоном: «Мы не собираемся его держать при себе долго. Когда мы уйдем отсюда, мы вернем его с благодарностью. Мы не собираемся его присваивать. Пожалуйста, подумай об этом, господин даосист Ауян». Но как только мужчина средних лет собирался продолжать, арктический дракон прервал его: «Достаточно, младший боевой брат Ауян, слова мастера Моцю очень разумны. Я согласен с этим условием, но кто из вас 3 возьмет котел?»
Задавая этот вопрос, он долго смотрел на Ханьли, а затем бросил быстрый взгляд на двух других. Монах и старуха замолчали. В конце концов старуха нарушила молчание, поскольку мастер Модзю предложил это, он должен его защитить. Я верю, что он всегда был заслуживающим доверия человеком. Ханьли прищурился, когда его мысли вспыхнули, как молния. В конце концов, он кивнул в знак согласия. «С вашим доверием я возьму котел под свою опеку», — торжественно согласился монах. После того, как все трое приняли решение, арктический дракон, не теряя времени, указал на котел высоко в воздухе. Он крутанулся, и его пламя погасло. Монах отреагировал мгновенно, выпустив зеленый туман из рукава. Он обвился вокруг котла и вскоре схватил его, выступая в качестве временной кандалы. Хотя небесное ледяное пламя могло появиться из котла, ему нечего было бояться, поскольку его собственное тело подпитывало ледяного пламя. Ханьли при виде этого выпустил полоску фиолетового света. Осмотревшись, он получил почти полное понимание этой техники. Тем не менее, он должен увидеть технику, используемую для завершения, чтобы получить полное представление о ней. Вот почему Ханьли хотел оставаться запечатанным внутри пещеры, несмотря на свои опасения. Он также был уверен в своих исключительных способностях и чувствовал, что ему нечего бояться. Кроме того, даже если арктическому дракону удастся добиться успеха, у него будет неустойчивая культивация, так что понадобится еще некоторое время, прежде чем он будет представлять угрозу. Кроме того, культиваторы на стадии божественной трансформации находятся под ограничениями в мире смертных. Прежде чем Лин Лун ушла в мир духов, она передала ему нефритовую пластинку, которая развеяла многие из его страхов об этих таинственных культиваторах. И чтобы быть в безопасности, Ханьли мысленно приказал великому иньскому истинному огню скрытно войти в формацию заклинаний и спрятаться под камень. Это осталось никем не замеченным. Все остальные взлетели к соответствующим столбам в формации. Затем арктический дракон снова активировал формацию заклинаний по щелчку пальца. Яркий туман внезапно наполнил воздух вокруг них, и вокруг них снова появился барьер, блокирующий ледяные бури пещеры. Ханьли моргнул и внимательно огляделся. Хотя активированные ограничения были такими же, как и раньше, были явные различия в их духовных колебаниях. Будучи опытным ученым в формациях заклинаний, он заметил это и молча проанализировал их. «Давайте начнем. Хе-хе, если все действительно удастся, я не забуду вашу доброту», — сказал арктический дракон с глубоким смехом. Он сделал жест заклинания руками, и синие языки пламени быстро вспыхнули на его теле, вскоре превратившись в темно-синий цвет чистого океана. Зрелище было поистине завораживающим. Старуха при виде этого пробормотала с тоном благоговения: «Подумать только, ты до такой степени очистил небесное ледяное пламя. Боюсь, оно уже достигло высочайшей чистоты, доступной в нашем мире смертных. Это ледяное пламя, доведенное до предела чистоты». Сердце Ханьли замерло, и он взглянул на арктического дракона. В этот момент остальные начали рассаживаться на соответствующие столбы, и вокруг них медленно обвились огромные светлые лотосы. Ханьли слегка улыбнулся и сел, сделав жест заклинания. Ледяное пламя одновременно вспыхнуло ото всех культиваторов, и все они практически одновременно выпустили серию голосовых заклинаний. По мере того, как их пение продолжалось, лотосы росли, мгновенно увеличиваясь в размере. Пламя, окутывающее тело культиваторов, распространялось на лотосы, заставляя их сверкать ярким светом. Ханьли почувствовал легкое жжение на своем теле, длившееся лишь мгновение, а потом его тело утонуло в высшем фиолетовом пламени, как маленькое солнце. Глава 1100. Демоническая душа. Мастер арктический дракон, погруженный в ледяное пламя, хлопнул ладонью по своей макушке. Раздался приглушенный стук, а затем оттуда появилась зарождающаяся душа размером 3 дюйма, покрытая синим светом. Зарождающаяся душа села, скрестив ноги, и сделала жест заклинания. У нее на шее был нефритовый кулон, сверкающий серебряным светом. Затем она зависла в 10 метрах над своим телом и выдохнула шар голубого пламени. Пламя было очищено эссенцией небесного ледяного пламени, которое арктический дракон горько культивировал в течение сотен лет. Когда голубое пламя плясало в воздухе, образуя сверкающее колесо под зарождающейся душой. Затем зарождающаяся душа медленно выплыла из сферы ледяного света. Культиваторы при появлении зарождающейся души арктического дракона сразу же начали действовать, указав на сферу ледяного света, направляя к ней нити собственного пламени. Прежде чем ледяное пламя коснулось зарождающейся души, колесо под ней внезапно стало вращаться с огромной скоростью. Пламя дрогнуло один раз, а затем собралось в направлении колеса. В следующее мгновение пламя вспыхнуло 5 разными цветами, словно гипнотизируя всех, кто смотрел на него.
Затем зарождающаяся душа вскрикнула, выпустив колесо света. Под звуки грохота пламя дрожало, а затем последовало несколько взрывов. В этот момент заклинание зарождающейся души быстро увеличилось, исчерпав свою магическую силу на одном дыхании, поскольку она безостановочно выпускала заклинание. Под контролем зарождающейся души ледяное пламя взорвалось, а затем начало сливаться в единый лотос. Черный, белый, красный, желтый, зеленый и синий, цвета 6 ледяных огней едва ли можно было различить по его полупрозрачным лепесткам. Исчезая, это было великолепное зрелище. Лотос высотой в 10 метров невероятно контрастировал с крошечной зарождающейся душой, когда она читала заклинание. Внезапно лотос замерцал и стал уменьшаться. Каждый раз, когда он уменьшался, он излучал ослепительные лучи света. Через некоторое время лотос стал высотой в фут, и его лепестки стали твердыми и материальными. 6 огней танцевали на каждом из лепестков лотоса, словно из потустороннего мира. На лице 5 культиваторов появилось удивление, но, не обращая внимания на это, они выпускали свое пламя с возрастающей интенсивностью. Когда огни соединились с лотосом, казалось, будто они исчезли. Затем зарождающаяся душа внезапно открыла глаза, светившиеся странным золотым блеском. Затем она потянулась рукой к лотосу. Из лотоса послышался треск, и в то же мгновение с кончиков пальцев зарождающейся души бесчисленное количество синих нитей, сливаясь с ближайшим лепестком лотоса. Продолжая читать заклинание, зарождающаяся душа сложила пальцы на ладони. Внезапно синий свет искрился со все возрастающей интенсивностью, а нити задрожали сильнее. Лотос загудел, и вскоре его лепестки стали закрываться. Затем, казалось, время повернулось вспять, и лотос стал сжиматься обратно в бутон, возвращаясь в зарождающуюся душу. 6 огней продолжали вращаться на его поверхности, наполняя воздух своим блеском. Остальные культиваторы при виде этого сделали печать заклинания и на время ослабили свой контроль над ледяным пламенем. Шестицветный бутон слегка дрогнул и упал вниз. Какое-то время лучи света вылетали из него, пока бутон не исчез в сфере белого света. Затем бутон вспыхнул ярким светом и скользнул в бессознательное тело мастера арктического дракона. В этот момент остальные 5 возобновили высвобождение своего ледяного пламени в световую сферу. Попав в световую сферу, пламя превратилось в лучи света и выстрелило в тело арктического дракона. Сильный холод пламени стимулировал его тело, координируя, чтобы сломать его узкое место. Внезапно внутри формации послышался треск разрывающегося пространства. За пределами пещеры высшего нефрита, на отдаленной улице в ледяном городе дворца, 2 учеников ходили бок о бок. На их лицах были мрачные выражения, и они зорко озирались по сторонам. Огромный ледяной феникс, ранее круживший по небу, исчез вместе с 2 старейшинами, которые сражались с ним. Хотя эти 2 в настоящее время находились в отдаленном уголке ледяного города дворца, стороны улицы были заполнены рядами зданий. Эти 2 учеников уже знали, что все низкоранговые ученики в этом районе уже были эвакуированы, а здания были пусты. Но даже в этом случае они не осмеливались быть небрежными и настороженными. Наконец-то мы прибыли. Один из учеников моргнул и посмотрел вперед. Затем они свернули за угол и вошли в одно из зданий. Окружение перед ними засветилось, а затем из просторной зоны, шириной в 100 метров, появились мужчина и женщина. Когда женщина средних лет увидела этих 2, она посмотрела на них со следом обиды и сказала: «Вы опоздали. Еще немного, и мы бы начали без вас». Рядом с ней стоял мужчина с черной кожей. На нем были одежды Северного ночного дворца, но их форма принадлежала ученикам самого низкого уровня, гораздо ниже по званию, чем те, которые только что прибыли. Но, как ни странно, в тоне женщины не было ни намека на вежливость. Один из только что прибывших учеников холодно фыркнул: «Наши внешние союзники уже атаковали самые отдаленные слои Великой формации и находятся как минимум в 50 километрах от города. Культиваторы продолжают патрулировать, поэтому нам потребовалось немало усилий, чтобы добраться сюда. Если бы они заподозрили нас, все наши усилия пропали бы даром». Женщина подняла бровь и собиралась что-то сказать, как вдруг темнокожий мужчина рядом с ней потерял терпение и закричал: «Хватит болтать. Пора действовать. Даже если я всего лишь воплощение, меня не так легко победить». Услышав это, женщина решила промолчать, и 2 прибывших тоже, словно испугались. Каждый из них вынул кучу пластин духовных камней из своей сумки и начал складывать печать заклинания. Они двигались с начисто отработанными движениями, и в одно мгновение появились очертания небольшой формации заклинаний. Но если бы опытный мастер формации заклинаний изучил его, он бы с удивлением обнаружил, что это была лишь временная транспортная формация для одноразового использования.
Спустя промежуток времени, за который можно было закончить трапезу, формация заклинаний была почти завершена. Прогремела серия громких взрывов. К большому удивлению всех четверых, они выпустили свои защитные магические инструменты. Несколько пустяковых демонов осмеливаются создавать неприятности нашей секте. Думаете, мы позволим этому продолжаться? Из ледяного тумана в воздухе раздался голос старика, за которым последовали двое мужчин. Один из мужчин был стар, у него были густые брови и длинные волосы. Другой был мужчина средних лет с красно-коричневой кожей и длинным мечом на спине. Это старейшины Северного ночного дворца. «Бежим!» Когда женщина увидела этих двоих, она тревожно вскрикнула и выстрелила вперед в виде полоски зеленого света. Остальные три заговорщика отреагировали не менее быстро и поспешно скрылись. «Если этим демонам удастся сбежать, мы станем посмешищем». Мужчина средних лет усмехнулся и щелкнул рукой, выпустив 4 ослепительных полосы меча. В следующее мгновение послышались 3 крика, и меч Ци пронзил женщину и 2 мужчин. Только большой темнокожий мужчина продолжал бежать, только споткнувшись от удара. «Го! Как интересно!» Мужчине средних лет показалось это странным, и он открыл рот, выпустив полосу ослепительного белого света, чтобы преследовать большого человека. В мгновение свет обвился вокруг него и расколол его на 2 части. В этот момент дерзкий старик встряхнул рукав и выпустил 4 магических инструмента в форме листьев ивы. Вскоре они исчезли из виду. В следующий момент 4 листа ударили по трупам, и из них сразу же проросли зеленые цветы, издавая странный вопль, а затем они превратились в клубы дыма. Мужчина средних лет с красным лицом при виде этого перевел взгляд на почти завершенную транспортную формацию с угрюмым выражением лица. Взмахом руки он разрубил ее своим мечом. Раздался громкий взрыв, и на месте транспортной формации образовался большой кратер. «Идем». Хотя мы, возможно, не сможем по-настоящему нанести вред демонам, убивая их воплощение, они все равно должны запомнить нас. Старик повернул в сторону и улетел в виде полоски белого света. Мужчина средних лет хихикнул и покинул зону с расслабленным выражением на лице. В других отдаленных районах ледяного города происходило то же самое. Ученики, которыми овладели высокоранговые демоны, были убиты старейшинами Северного ночного дворца. Глубоко под землей в одном из залов скрытой границы арктического дракона границы Северного ночного дворца сидело 6 культиваторов зарождающейся души и торжественно разговоривших друг с другом, среди которых был и мастер дворца. 3 из них, включая мастера дворца, выглядели чрезвычайно бледными, словно их жизненная сила была повреждена. Красивая женщина, мастер дворца Лю, напряженно нахмурилась и сказала: «Кажется, я недооценила долины 1000 демонов, раз они принесли с собой флаг 1000 демонов. Изначально я считала, что это обычная копия духовного сокровища, но кто бы мог подумать, что оно окажется настолько мощным. Если бы не старейшины Фан и Хуан, я боюсь, что мы бы не смогли заблокировать удар от воплощения старого демона Чо».